Дорогие друзья, я приветствую вас из летней жаркой Финляндии. Благодарю всех за интерес к моему каналу. Особое спасибо за лайки и комментарии. И, конечно, отдельное спасибо моим постоянным зрителям за поддержку. Спасибо, друзья! Я подготовила небольшую нарезку финских новостей. Всего по чуть-чуть. Кому интересно, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. В Европе появляются сотни новых лекарств, в том числе для лечения рака. Но финские пациенты получают их с заметным опозданием, либо вовсе не получают. С 2020 по 2023 год в ЕС одобрены 173 новых препарата, но до Финляндии дошла лишь половина. Причем 15 европейских стран обходят Финляндию по количеству доступных лекарств. Почему же так происходит? Дело в очень сложной системе одобрения. Финская система с двумя разными процессами для больницы и для аптек считается одной из самых запутанных в Европе. Как объясняет Надя Тамминен из Лекарственной ассоциации Финляндии, в конечном счете у врачей меньше инструментов, чтобы лечить пациентов, и страдают те, у кого времени на ожидание нет. Профессор Йоханна Матсон из онкоцентра Хельсинки подтверждает, Минздрав работает над упрощением этой системы и ускорением доступа к новым лекарствам. Сделать процесс одобрения единым и без задержек – это в интересах каждого финна, который сталкивается с болезнью. На этом фоне неудивительно, что выживаемость при тяжелых диагнозах, например, раке легких, в Финляндии значительно ниже, чем в соседних странах. У больных раком легких в Финляндии шансы на выживание ниже, чем в других северных странах. В Финляндии любят говорить, что у них отличная медицина, и в чем-то это правда. Лечение рака груди и простаты действительно на высоком уровне. Но вот когда речь заходит о раке легких, картина резко меняется. Согласно свежим данным, спустя 5 лет после диагноза в других северных странах в живых остается почти в 2 раза больше пациентов с раком легких, чем в Финляндии. Процент выживших у соседей на 90% выше, чем в Финляндии. И не потому, что рак легких в Финляндии какой-то особенный, а потому что помощь приходит слишком поздно или вовсе не приходит. На дискуссии с Suomi-Arena эксперты рассказали, где болит. Плохой доступ к лечению. Слишком долго ждут приема. Недостаток ресурсов в первичном звене. Диагноз ставят слишком поздно. И, наконец, лекарства, точнее их отсутствие. Ситуация такая. В Европе появляется новый эффективный препарат, а в Финляндию он приходит через 4 года, а то и никогда. Это касается половины всех одобренных в ЕС онкопрепаратов. По сути, у финских врачей меньше лекарств в арсенале, чем у коллег в других странах. И это прямо влияет на жизнь пациентов. Как говорит Надя Тамминен из Лекарственной ассоциации Финляндии, у финских пациентов меньше выбор, чем у многих других европейцев. Это сегодняшний день Финляндии. Не хватает врачей, не хватает лекарств, не хватает времени, ну и, разумеется, не хватает денег. На фоне проблем в здравоохранении, когда даже рак легких лечат по остаточному принципу, в СМИ все чаще появляются работы о целебных свойствах одуванчика. Одуванчик – это не просто сорняк, а потенциальное средство от рака. Еще в 2016 году канадские ученые сообщили, что экстракт корня одуванчика уничтожил до 95% клеток рака кишечника в лаборатории. Потом пошли данные по меланоме, лейкемии, простате, поджелудочной. Эффект есть, но пока только в пробирке и на мышах. В 2024-2025 годах вышло сразу несколько свежих исследований. При раке груди экстракт одуванчика замедляет рост опухолей и уменьшает метастазы. При миеломе вызывает гибель раковых клеток. При раке кишечника подавляет воспалительные белки и сигнальные пути роста опухоли. Но все это пока только доклинические исследования. Ни одного утвержденного лекарства на основе одуванчика пока не существует. И до лечения людей еще далеко. Вывод простой. Одуванчик – это не панацея, но в салат годится. В Финляндии разгорелась дискуссия о свободе науки, расизме и налогах. Кто бы мог подумать, что гвоздем научной повестки станут ногти. Но случилось именно так, когда стало известно, что Финская академия наук, Suomen Академия, выделила 756 тысяч евро на исследование под выразительным названием «Интимный маникюр», феминизированная работа, самоуход и расовые взаимодействия
в ногтевых салонах. Проект изучает, как взаимодействуют мигрантки и клиентки в ногтевых студиях Хельсинки и Варшавы и относится к области гендерных исследований. Но после публикации в соцсетях забурлило. Один из самых резких критиков – депутат Вилли Рюдман, Перус Малайзии, бывший министр экономики. В соцсетях X, бывший Твиттер, он назвал финансирование проекта разбазариванием денег налогоплательщиков на пустяки. В этой стране и меньше свободы науки было бы достаточно, заявил он. Рюдман призвал к стратегическому подходу в научном финансировании, особенно в условиях, когда в других сферах идут сокращения бюджета. Руководительница проекта Дарья Кривонос заявила, что подобная критика лишь подчеркивает необходимость ее исследования. Как только речь заходит о труде женщин-мигранток, сразу начинается разговор, что деньги тратятся неправильно, сказала она в интервью газете «Хельсинген Саномат». По ее словам, комментарии Рюдмана пронизаны женоненавистничеством и расизмом. Кривонос объяснила, что деньги выдали не ей лично, а на 4-летний научный проект, включающий ее зарплату, оплату труда помощников, поездки и исследовательскую работу. И подчеркнула, проект получил высшие оценки от Финской академии наук Suomen Академии и международных научных рецензентов. Руководитель отдела науки и политики Suomen Академии Флора Руоконен напомнила, что финансирование проектов основано на научном уровне, а не на политике. Свобода выбирать тему – это основа научной работы. А Рюдман остался при своем. На обвинение в мизогинии и расизме он ответил коротко: «Комментарии Кривонос говорят сами за себя». Он добавил, что Suomen Академия должна внимательнее относиться к тому, куда идут государственные средства. Особенно сейчас, в условиях экономии, расходы на исследования и разработки должны, по его мнению, быть направлены на инновации и рост производительности, а не куда попало. К слову, это не первый случай, когда Suomen Академия подвергается критике за выбор тем для финансирования. В 2021 году споры вызвало исследование по этике афроевропейской мобильности в франкоязычной африканской литературе. В 2023 году проект о транзиционных путях участия женщин в музыкальной культуре Непала. И каждый раз звучит один и тот же вопрос: где граница между свободой науки и эффективным расходованием бюджета? И каждый раз Академия отвечает одинаково: в научной системе нет неважных тем, есть важные подходы. В последние годы в Финляндии появилось множество ногтевых салонов. Чаще там работают вьетнамцы. И, как часто бывает с этническими бизнесами, это зачастую путь для организации миграции под видом трудовой. Некоторые салоны, по словам инсайдеров, продают рабочие места по 10-15 тысяч евро. Люди годами работают почти бесплатно, чтобы отработать этот долг. Чтобы попасть в Финляндию, некоторые берут кредиты или получают аванс от будущего работодателя. Это делает их полностью зависимыми. Заработанные в салоне деньги не достигают уровня минимального для получения вида на жительство, поэтому там тоже задействованы серые схемы. Никакое трудовое законодательство, разумеется, не соблюдается, но все молчат, потому что цель оправдывает средства. Все хотят получить ВНЖ в Финляндии. Некоторые салоны, по утверждениям источников, служат ширмой для другой незаконной деятельности. Власти признают эту проблему и призывают сообщать о подобных случаях. Компания Fortum 2 года размышляла, стоит ли строить новые атомные электростанции в Финляндии. Вывод: без помощи государства это невыгодно. Цены на электричество у нас в Северной Европе низкие и постоянно скачут. Если полагаться только на рынок, вложения просто не окупятся. Fortum, конечно, хочет идти вперед и развивать ядерную энергетику, но чтобы строить новые, нужны не только деньги, но и партнеры. Глава компании Маркус Раурамо говорит прямо: ядерная энергия важна, но новых реакторов ждать можно не раньше второй половины 2030-х годов, если все сложится удачно. Fortum уже выбрала 3 производителей реакторов, среди них Westinghouse Hyundai и EDF, та самая, что построила Olkiluoto-3. Место для нового проекта Лависа, где уже сейчас есть атомная электростанция. Сейчас Fortum договаривается с городом о покупке примерно 300 гектаров земли. Правительство Финляндии пока думает, стоит ли вкладываться в это дело. Fortum предлагает разные варианты поддержки. Например, дополнительный сбор
с потребителя, чтобы гарантировать достойную цену для производителей ядерной энергии. Бывший министр Кай Мюккенен выступил даже за государственные гарантии по кредитам на строительство. Государственные чиновники относятся к идее осторожно. Еще жив в памяти поход Фортум на восток. Напомню, вырученные от продажи электросетей 2,55 миллиарда евро были инвестированы компанией Фортум в Россию. Россия экспроприировала финское имущество, и общий убыток от похода в Россию составил 6 миллиардов евро. Юха Майянен из Минфина отметил, что нужно тщательно взвесить финансовые риски и последствия для рынка. Минтруд предупредил, поддержка большого ядерного проекта может обойтись бюджету в миллиарды евро. В общем, строить новые АЭС дорого и сложно. Надо сначала поднять потребительские цены, чтобы потом строить новые АЭС. Война. Хороший способ подзаработать. Некая финская компания подсуетилась и заключила с Минобороны Украины контракт на 5,7 миллиона евро. Обещали поставить 10 тысяч бронежилетов. Поставили 5 тысяч, и те, как выяснилось, с дырками не только в расписании поставок, но и в броне. Центральное уголовное бюро Финляндии, КРП, подозревает, что поставленные летом 2022 года жилеты не соответствовали заявленному качеству. Проще говоря, не держали удар. Это довольно быстро выяснили на Украине, и уже к концу 2023 года направили Финляндии официальный запрос о правовой помощи. Жилеты были не настолько прочными, как было договорено, признал следователь Мик Клаксон и добавил, что расследование велось в тесном сотрудничестве с украинскими властями. Под подозрением гражданин Финляндии, связанный с этой фирмой. Его подозревают в тройном наборе тяжелых преступлений: мошенничество, растрата и отмывание денег. Видимо, жилеты были не единственным, что не прошло проверку на прочность. Во время следствия были задержаны 2 человека, но лишь один из них остается подозреваемым. Имя и должность не раскрываются. Сейчас уголовное дело близится к завершению, и в течение лета его должны передать в прокуратуру для решения о выдвижении обвинений. Вы давно видели воробьев? В Финляндии становится все меньше привычных нам птиц. Согласно исследованию университета Хельсинки, такие знакомые виды, как воробьи и кулички, сейчас на самом минимуме за всю историю наблюдений. А вот южные птицы, наоборот, захватывают север. Черных дроздов, корольков и даже соек становится все больше. Можно сказать, южане наступают. Особенно сильно сократилось количество птиц, которые раньше были обычным делом в сельском ландшафте. Воробьи, кулички, стрижи, каменки, сороки. Ученые считают, что это связано с изменением землепользования. Сельское хозяйство стало более чистым, отходов меньше, кормиться негде. Удобно для людей, неудобно для птиц. В лесах тоже не все хорошо. Один из самых массовых видов, пеночка-весничка, резко сократилась. Почему? На 100% никто не уверен, но ученые из Музея естественной истории предполагают: засухи, изменение климата и деятельность человека ухудшают условия в местах зимовки птиц в Африке и Южной Европе. Зато хорошо чувствуют себя так называемые универсалы – птицы, которым все равно где жить. Это, например, черный дрозд, сойка, крапивник и пеночка-теньковка. Такие виды легко адаптируются, и глобальное потепление им только на руку. А что же мы? Если и дальше так пойдет, то скоро воробьи и сороки останутся только в детских книжках и на старых открытках. И вот это по-настоящему грустно. Грустно не только за природу, но и за нас самих, потому что вместе с этими птицами уходит что-то знакомое, простое и теплое. То, что жило где-то на фоне и было частью нашего мира. На сегодня все, дорогие друзья. А заключительным словом выступит великолепная Верка Сердючка. И уже по традиции мы снимаем звезду, чтобы все загадали желание. А желания у нас одни, чтобы закончилось